мама. Большого шмеля напоминает. Добрый день. Представляю новое видео для прохождения контрольной точки конкурса КРОК «Летающие роботы». В данной точке необходимо представить видео, которое демонстрировало бы какое-то рабочее решение. Несколько слов о моем рабочем решении. Как я уже изначально хотел, в центре мозгом всего полетного задания выступает iPhone, в данном случае iPhone 5. Вот он. iPhone 5 чем отличается от каких-либо других устройств? Тем, что хороший процессор, быстрый, много памяти, у него есть камера, у него есть набор акселерометров и гироскопов. Если мы напишем нормальное хорошее приложение, то мы можем выполнить все летные задачи прямо на iPhone. Вопрос, как он будет управлять летным контроллером НАСА? Мы пытаемся использовать iPhone вместо человека, который будет подавать летные команды. Соответственно, нам не надо думать о стабилизации, нам не надо думать о запуске, вращении двигателей. Все, что нам нужно, это давать правильные команды. Для этого мы делаем следующее. Мы используем Arduino, который у нас является переходным модулем при помощи либо специального шилда Bluetooth, который работает с iPhone, либо Serial, это я скажу два слова, для того, чтобы общаться с iPhone, понимать команды и отдавать ему данные, которые он будет получать по шине I2C от набора сенсоров и транслировать команды от iPhone в PWM-драйвер, тоже по шине I2C, которые будут уже в виде стандартных серверов, стандартных импульсов для серво поступать как на серво для стабилизации самого iPhone, так и на летный контроллер НАСА. Вот такая концепция, реализацию которой я покажу чуть позже. Теперь, почему здесь и Bluetooth, и Serial? Потому что изначально была идея использовать Bluetooth для беспроводной связи, но вот эта вот железка оказалась достаточно глючной и работала плохо. Поэтому этого модуля нету, и мы оставляем только Serial. Вот такая концепция, реализацию которой я сейчас собираюсь показать. В данный момент я продемонстрирую, как iPhone умеет распознавать образы и как iPhone анализирует свое текущее положение в пространстве и умеет эти данные обрабатывать. Сейчас мы запускаем программу на симуляторе, которая нужна, в общем, для отладки исключительно. Вот заработало приложение. И запускаем на реальном iPhone ту же самую программу. Открывается веб-сервер. Включаем передачу данных. Вот пошла, видно на картинке. Включаем отслеживание своих поворотов. То есть теперь iPhone начинает следить за своим положением в пространстве и передает эти данные. Мы видим, что сектор, это сектор на север. Помещение, съемка происходит, поэтому точность небольшая. Желтая точка – это ускорение. Красная точка – это наклон. Roll и pitch. То есть все координаты передает. Теперь с распознаванием. Слева у нас открыт сайт с площадками, сайт Крока. И мы видим, что на iPhone эти круги начинают определяться. Сейчас я покажу, что же конкретно видит iPhone, ну, помимо общей картинки, да, как он умеет определять именно сами круги с площадками. Слева мы видим iPhone, эмулятор продолжает работать. Открываем распознавалку. Она сделана через веб. Сравниваем картинку на iPhone, сравниваем картинку на распознавалке. Обновляем распознавалку. Вот мы видим. Надо вверх ногами было. Вот так будет правильней. Вот. Вторая распознавалка. Вот они, две распознавалки.
А теперь мы установили iPhone на реальную платформу, подключили к реальным датчикам, к реальным сервам и попробуем живой эксплуатации. Запускаем опять-таки для начала симулятор, чтобы видеть нашу текущую позицию. Вот я сделаю его побольше. Дальше включаем iPhone, который установлен на платформе. Запустили приложение. Запустили выход в сеть. Запустили определение координат позиции. Двигаю платформу. Красная точка на экране у нас ползет. Поворачиваю, все реагирует. Внизу поместил бумажечку для того, чтобы имитировать площадки. Теперь подключаю реальные сенсоры. И iPhone начинает управлять платформой. Подключил. На экране появились реальные показания расстояний. Вот они обозначены зеленым цветом. Если мы начнем, красная – это высота полета, зеленые – это определение координат. Вот данные сенсоры наши. Вот они установлены. Вот они работают, показывают показания. Помимо этого у нас должна происходить стабилизация платформы. Как это выглядит? У нас есть красная точка, которая отвечает за центр. Если мы двигаем платформу, iPhone определяет, дает команду сервам, сервы восстанавливают равновесие. Вот оно происходит. Наклоняем платформу, красная точка остается. Наклоняем платформу, красная точка остается в центре. Таким образом, у нас происходит и анализ текущего положения iPhone, и iPhone, умея анализируя эту информацию, он передает команду в виде стандартных ВМов, которые могут восприниматься как сервами, так и летным контроллером НАСА. При этом определение изображений с камеры у нас остается. То есть, если сейчас мы смотрим, вот у нас оно происходит. Если я подвину бумажку, вот у нас все изменилось.